Еще с вечера нанесло черные тучи, что не предвещало ничего хорошего. Это сидя в городской квартире вряд ли станешь летом переживать по поводу дождя и ветра за окном. А в тайге ко всякой непогоде нужно относиться ответственно и серьезно. Стихию не получится не заметить. В эту ночь страшная буря без остановки металась, как дикий зверь, рвала порывами ветра вековые сосны, заставляла наклоняться почти до земли верхушки огромных елей. Деревья поменьше с легкостью щепок взлетали, оторвавшись от земли вместе с корнями. У всех таежных лесных жителей в эту ночь была одна главная задача – остаться в живых, во что бы то ни стало. В таких ситуациях, возможно, отступают на задний план обычные звериные инстинкты и проявляются необычные качества, которые не всем людям знакомы – гуманность, милосердие, сочувствие. Жуткое грохотание и вой ветра доносилось сквозь толщу грунта, не давая уснуть лесным обитателям. Молодому, но опытному леснику Тихону тоже не спалось от буйства стихии. Он сидел в темной избе и наблюдал из окна на природную стихию. Еще днем пришла телефонограмма из центра о приближении сильного штормового фронта с ураганным ветром. Но даже для бывалого лесника такая степень остервенения стихии стала неожиданностью. Всю бессонную ночь Тихон смотрел из окна, как грохотал ветер, грозя сорвать старенькую крышу с избушки. К счастью, изба, скрипя, выстояла на ветру и только растрепала в некоторых местах паклю да перевернула ветром бочки с водой во дворе. К утру буря начала стихать. С последними слабыми порывами ветра и уже мелкими каплями дождя непогода отступила. Солнышко вышло, когда все стихло, о ночном кошмаре напоминали только поваленные деревья, ветки, да неестественная тишина без птиц. Тихон быстро позавтракал, на долгие приготовления сегодня не было времени. Взял с собой только бензопилу и топор. Если во дворе бардак, в тайге, наверное, еще хуже. Нужно обойти кромки леса с подветренной стороны. Они больше всех пострадали от урагана. Помощи ждать неоткуда, буду сам расчищать. Оставлять поваленные ветки в большом количестве тоже нельзя, пожарная опасность. Так шел Тихон по лесу и осматривал владения. Обычно старые, больные, поврежденные деревья сами оканчивают свой век, падая на землю. Они просто перестают жить и расти. Такое явление считается нормальным. Местные умельцы всегда пускали древесину в дело. Материал не сгнивал в лесной гуще. Тропой пользовались поселковые жители, она была местом перегона. Нельзя было ее загромождать. Если им понадобится помощь с большой земли, то добраться к ним можно только через эту лесную просеку. Эта дорожка — единственный путь к отдаленному поселку, где проживает более 50 человек, и сейчас она в 3 местах завалена упавшими соснами. Начну с этого места, решил Тихон и завел бензиновый мотор пилы. Леснику пришлось изрядно попотеть, чтобы прочистить лесную дорогу для проезда. Уходящее лето в тайге все еще давало о себе знать жарой и нестерпимыми укусами насекомых. Тихону приходилось делать перерывы, чтобы отдыхать. Физическая работа для молодого мужчины была не самой трудной. Лесник любил свою профессию, любил обрабатывать лес. Осознание, что его трудами на огромной территории тайги растут деревья, за которые он ответственен, придавало важности. Уставший и голодный Тихон оглядел напиленные аккуратными отрезками стволы и остался доволен. Пора бы и домой, на сегодня объем работ выполнен. Завтра продолжу расчистку. Лесник вскинул на плечо лямку от пилы, карабин висел уже на другом плече и повернул к дому. Но тут из густой поросли на него вышел большой волк и стал смотреть ему прямо в глаза. Тихон опешил от неожиданности. «Откуда ты взялся? И что ты на меня так смотришь?» — спросил мужчина. Про себя он подумал: если я сниму с плеча карабин, успею ли я его взвести в боевое положение? Но хищник даже и не думал убегать или нападать. Волк просто стоял и переминался с лапы на лапу. Когда зверь стал перетаптываться и встал немного боком, лесник понял, что это вовсе не волк, а волчица, да еще и кормящая. Набухшие соски немного отвисали на брюхе. Самка продолжала упорно смотреть человеку в глаза, терпеливо дожидаясь, когда тот поймет, что ей нужно. Тихон понял, волчице нужна помощь. Он оставил пилу и топор, взял с собой карабин и пошел за животным. Пока шел сзади, приметил очень неуверенную походку и то, с каким трудом делает каждый шаг волчица.
Ее задние ноги почти волочились, а дыхание стало прерывистым. Она привела лесника к широкой ели с раскидистыми лапами. В глубине был замаскирован вход в нору. Несчастная мать не смогла заползти в логово, она легла у входа в полном бессилии. «Так вот куда ты меня привела? У тебя здесь детки остались, и ты хочешь, чтобы я о них позаботился? Ай, умница! Как же ты догадалась, что человек сможет помочь?» Но волчица уже не дышала. Ее пасть осталась полуоткрытой, глаз покрылся мутной пленкой, а живот сразу опал. Она попала под вчерашний ураган, скорее всего получила травму. Чтобы не оставлять детенышей одних, раненая волчица вышла к людям. Тихона до сердца тронула такая трепетная материнская забота. Такие качества характера присущи разумным существам, но, чтобы хищник, у которого главные инстинкты, это удивительный факт. Из норы были слышны тонкие голоса волчат. Они звали маму, но она их уже не слышала. Тихон нагнулся и разглядел, в глубине копошились два комочка. Он вытащил их на свет. Это были два бурых пушистых волчонка. Их глаза еще не до конца открылись, они вдвоем уместились на двух ладонях лесника. Зверята тыкались мордочками друг в друга, ища мать. Нужно было их срочно нести домой и накормить. Теперь во дворе лесничего поселились волчата. Дикие звери резвились как щенки. Люди крутили пальцем у виска, давая понять парню, не сошел ли он с ума, приютив у себя двух, хоть и маленьких, но все же хищников. Надо было их там же прикончить, чем возиться теперь с ними. Эти проглоты быстро вырастут и тебя же потом сожрут. Слышал Тихон постоянно, и разум его возмущался от людской злобы и жестокости. Живых детенышей, лишившихся матери, взять и убить — это же фашизм какой-то получается. На хорошем питании волчата росли как грибочки после дождя. Лесник знал, наступит момент, и нужно будет выпускать их обратно. Поэтому особенно не приручал животных к себе, не позволял всяких нежностей и вольностей. В природе их никто жалеть не станет, пусть привыкают. Когда из пушистых полуслепых комочков зверята выросли в крепких волков на длинных лапах, с блестящей шерстью, сквозь которую проглядывали молодые мышцы, Тихон начал открывать калитку загона. Питомцы сначала выбегали в тайгу не дальше 20 метров, но погуляв немного, сами возвращались. Прогулки с каждым днем становились все продолжительнее, а миски после прогулки все реже приходилось пополнять едой. Однажды волки ушли в тайгу и не вернулись, появлялись за полгода лишь 2 раза. Зашли скорее просто по привычке или по старому запаху, оглядели двор, обнюхали ограду и довольные убежали в лес. Лесник наблюдал эту картину в окошко. Зима в тайге — это не только заснеженные просторы, деревья в белых шапках и искристый снег под ногами. Это испытание на прочность и выносливость. Нужно уметь предугадывать настроение зимы и быть готовым к ее сюрпризам. Тихон один раз опрометчиво совершил оплошность, выйдя на обход и не учел надвигающегося снежного бурана. Утро было солнечным и тихим, но уже к полудню наступили сумерки, будто вечером и повалил с неба густой и мелкий снег, что ничего не видно. Прикрыв ладонью как козырьком глаза, лесник попытался определить, в какую сторону ему идти, но снежная пелена застелила полностью обзор, будто вокруг все завешено белыми простынями. Парень вытянул руку, до локтя ее кое-как было видно. Плохо дело. Так мне дороги не найти. Никаких ориентиров не видно. Спокойно, нельзя паниковать, иначе совсем погибну. Немного успокоившись, лесник стал вглядываться в кромешную тьму, перемежающуюся как на старой кинопленке с снежной рябью. Глаза, привыкнув, смогли разглядеть запорошенные кусты. Рядом с ними, будто сгорбившись, стояли 2 старушки. Тихон ухмыльнулся. Ну, начались видения. Рановато пока. Это же 2 елочки под весом снега согнулись и превратились в 2 сугроба. А головы им сверху намело уже потом. Фу ты. Сделав еще шагов 10 в неизвестность, лесник увидел 2 заметенных снегом силуэта. Еще новости. Опять что ли заметенные кустики? Нет, не похоже. Из снеговой каши возникли 2 призрака. На фоне остального пейзажа они почти полностью сливались и были едва различимы. В 2 снежных призраках Тихон узнал своих взрослых волчат. За 2 года они стали совсем взрослыми, но глаза остались теми же, как в детстве. Он сел на корточки и повозился с ними.
Хищники узнали его сразу, завозились у ног, но потом дали понять, что они пришли не для этого. Продрогшие волки повели лесника к его жилищу. Проводив мужчину до крыльца, они убежали в лес. Уже поздно вечером, сидя за кружкой с горячим чаем, мужчина прокручивал в памяти события этого дня. Помощь волков, которых когда-то он приютил, оказалась самой нужной помощью в его жизни. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.